Сегодня на обзоре проигрыватель виниловых пластинок. Это проигрыватель 7.3 компании Music Hall. Есть еще и у них выше линейки, 9 серия и 11 серия, но я выбрал именно 7.3 по очень простой причине. Здесь все есть в комплекте. Это раз. Во-вторых, приемлемое соотношение цена и качество. Вот такая, да, большая коробка, все упаковано. 13 килограмм чистого веса. Ну, точнее, нет, не чистого. Это с коробочкой. Сейчас я открою, посмотрю, что там внутри. И буду собирать и рассказывать, что для чего нужно, как настраивать, что оставлять, а что можно и выбросить. Вот так все тщательно упаковано. Две коробки. Не одна, две. Коробочку я раскрыл. И сверху картоночка. Да. Дальше идет вот такая вот штучка. Пакетик. Ну, это содержимое, я думаю, я посмотрел, что там внутри. Ну, видно, проводочек, перчаточки, прижимчики и прочие всякие штучки. Так. Да, производитель рекомендует сохранять коробочку на случай продажи, там, переезда. Но это как раз меня касается. Потому что все тесты, которые я делаю, аппаратуру после теста я продаю. С очень большой скидкой. Кроме этой коробочки будет продаваться еще и головка звукоснимателя Golden Ring Itos. Крутая головка. По ценам и по вопросам можно найти все в Телеграме. Сколько, чего, что. Для постоянных подписчиков и тех, кто ставит комментарии, дополнительная скидка. Но проигрыватель один. Остальное уже по обычным ценам. Так, что же тут мы видим-то? Видим дальше крышку, которую я тоже никогда не ставлю, все разлетается в разные стороны. Вот такой хороший пенопластик. Крышка новая, мух не сидела, да? Все новье. Все хорошо. Дальше идет треугольничек, да? И на дне показался проигрыватель. Да. Сейчас я буду его извлекать. Ну что, процесс звукоизвлечения завершен. Что я тут нашел? На самом дне вот такой вот диск акриловый с матом. В смысле, я вынимал его без мата, потому что бывает, конечно, и другие. Нормальный диск, но с матом. Тоненьким. Не пробка, фетровый, да? Ну, нормально. Пылинки и в сторону. Грузило. Но это не то, что там рыбу ловить, да? Это для двигателя. Подставочка, вибрации. Тяжеленный. И стоит не 50 тысяч долларов. Все в комплекте за 5 копеек. Но вещь нужна. Вибрации с двигателя снимает и передает на стол. Двигатель упакован в такую пленочку. Двигатель 15-вольтовый. По-моему, М500. Прожиг, да, это он. Никаких тут дополнительных кнопочек нет. Одной кнопочкой переключается 33 оборота, 45. Я не знаю, почему все в интернете называют 33-я скорость, 45-я скорость. Это что, велосипед, что ли? Здесь две скорости, две. А вот обороты разные. 33 то 1/3, это важный момент. И 45 оборотов в минуту. Двигатель кварцованный. Так что скорость здесь обещает, по крайней мере, что очень хорошая, стабильная. Еще одно грузило. Но это для тонарма, я так понимаю. Да. Противовес. Без него никак. Вроде бы компания даже делает разные противовесы для разных типов головок. Но этот практически подойдет для всех. Тем более здесь головка стоит хорошенькая, до нее доберемся. Коробчонка, еще одна. Коробчонка. О, всякие переходнички на все случаи жизни. Сегодня в Европе, завтра в Англии, а послезавтра в Америке.
все подходит. Так. Ну, такой универсальный блочок питания. Ну, а, собственно говоря, его задача крутить двигатель, больше ничего. Потому что все управление находится в двигателе. Все там. Плата управления, соответственно, блок питания, стабилизатор, все там. Вот. С этим закончим. И вот он, проигрыватель. Вот такой вот. Упакованный. По полной программе. А, еще здесь есть. Еще есть. Еще есть. Это вставочка для двигателя, я так понимаю, транспортировочная. Это не порт фазоинвертора, ничего, это по жизни не пригодится. Но выбрасывать не стоит. При переезде или продаже вполне можно опять поставить на место. То, что я делаю самостоятельно обзоры, в этом есть плюс. Я не получаю никаких денег ни от кого. Все за свой счет. Все делаю за свой счет. Мне даже спасибо не говорят. Делаю обзор, нравится, не нравится, как-то. Вот сделал и все. У меня зато нет антуража компании. А на переднем плане проигрыватель, а сзади там то, что продают фотокорректоры, акустику, усилитель. Мне это не надо абсолютно, поэтому как бы так. Я не блогер, сразу говорю, я инженер-техник, поэтому никакого отношения к блогерству не имею. Да, было бы неплохо, конечно, кто-то помогал, но, к сожалению, увы. По известным событиям западные все помощники не могут помогать, а российские не хотят. Вот поэтому как-то так. Ладно, значит, сейчас я достану это сооружение. Да, это целое сооружение. Вы говорите, зачем показывать, как распаковывается? Вы знаете, у меня вот много было писем, спрашивают, а как это обратно все собрать? Вы знаете, ну, бывает, да, куда-то надо перевести. А вот как упаковано все, действительно, такая проблема существует. Есть такая проблема. Поэтому даже когда сложная какая-то распаковка, я снимаю на видео и не стесняюсь этого абсолютно. Потому что потом, когда надо собирать, я спокойно все могу собрать, как будто бы все было на месте. Вот так это все выглядит. Тонаром без противовеса, закреплено стяжечкой, уровень спиртовой, да, спиртовой. Насколько в нем есть толк, правда, не знаю, да, ну, нет, толк, наверное, есть. Перевернуть-то можно его? Не выйдет этот диск? Не уверен. Сзади, вот две этих доски. Я сейчас, конечно, все это разберу, покажу, как все это делается. Сзади вот есть 3 штыречка, винтики. Опоры нужно прикручивать намертво, поэтому отрегулировать положение стола я категорически не рекомендую с помощью вот отворачивания. То есть понадобится еще один стол, ну, вообще не вижу проблем, даже изготовить его самому, там, копейки он обойдется, но уже с шайбами, которые можно делать, стопорить, а еще лучше, конечно, если тяжелая подставка, гранитная, один раз сделать, и все. Это вообще стоит недорого. Что есть примечательно? Примечательно, что это европейская сборка. Сборка, да, европейская. Сделан Made in Czech Republic. О, классно. Так, ну, подробно все посмотрим. Вот мой диск начал уходить снизу. Такой вот диск. Слушайте. Ух, подгонка прям. Раз. То есть это опорный диск, он никакого значения не имеет. А внизу вот есть еще один подшипничек, там стальной должен быть. Слушайте, красота. Прямо садится так медленно. То есть хорошо все подогнали. Вот здесь есть сразу же у нас надпись. Пожалуйста, извлеките 3 вот этих винтика. Что я сейчас и сделаю. Вначале извлеку винтики. И затем посмотрим, что же это за разделенные столы, что они у нас дают. Ну что, я воспользовался советом компании. Нормальный совет. Удалить вот эти вот винтики. 3 штучки. После чего столы стали независимые друг от друга. И живут своей жизнью. Можно даже их приподнять. Что я и сделаю аккуратненько. Вот приподнимается. Дальше снимать я не буду. Внизу есть подушечки.
Многие по незнанию их называют резиновыми, но никакого отношения к резине они не имеют. Это сорботан, который используется в космической промышленности для, например, сидений космонавтов. То есть этот материал великолепно преобразует вибрацию в тепло. То есть это очень хороший изолятор. Это раз. Второе. Это есть вот такой вот прижимчик. Очень хороший. Кстати говоря, действительно конструкция нормальная. Ну, единственное, конечно, придется постоянно ставить, его снимать. Но нет нагрузки на опорный подшипник. И не изменяется скорость. Потому что я, конечно, посмотрел в интернете, как там тестируют грузы. 200, 300, там 500, не знаю, килограмм. Ну, как говорят? Ответ. Ну, слышно, скорость падает. А здесь не будет падать скорость. И не будет излишней нагрузки на подшипник. С другой стороны, вибрация от стола, от пола и так далее, она снижается. Второе, это большинство пластинок имеет те или иные дефекты, как правило, волна. Да. Прижимаете, особенно когда другой стороной, все будет хорошо. Далее, вот такой здесь есть пасек. Кругленький. Кругленький. Поставлю, покажу, как все это работает. Так, дальше. Да. Ну, конечно, сейчас буду аккуратно брать. Я уже знаю, что если я сейчас неаккуратно возьму, у меня тонарм будет в одной стороне, стол в другой там. То есть они будут свою жизнь жить. Поэтому очень аккуратно все это делаю. Вот. Прижимаю сверху, снизу нельзя. Вот 3 опоры. Почему их надо зажимать до конца? И нельзя ими регулировать стул. А потому что они заточены на плотную опору. Вот. Снизу есть фетровая подушечка, что правильно, абсолютно верно. Все сделано очень даже в этом плане хорошо. Теперь главное, чтобы стол не разлетелся. Причины я уже показал, что может быть. А это уже хорошо. То есть кто-то не пойдет сразу на сервис. Вот проводочек такой, который, как и большинство, никуда не годится. Он обычно отвечает потому, все кончается на «у». А я объясню почему. Итак, мы имеем, простейший, да, простейший. Берем с подвижным магнитом, там нормальные 2 катушечки есть большие. У катушек нету такого понятия земля и фаза. Обе части катушки абсолютно имеют одинаковое значение. Однако производители почему-то вот считают, что это все до лампочки. И выводят на терминал сигнал следующим образом. Значит, сигнал, соответственно, с горячей катушки передается в центр, с холодной на землю, хотя никакой земли не должно быть. В нормальных проигрывателях, где используется 5-штырьковый разъем, там проводочки идут в центре, одна оболочка земли, и она уже соединяется с землей. И то очень хитро она соединяется в одном месте, проводочек тянется на земление в другое место. Здесь же, вот здесь, использован экран в качестве передачи сигнала, линии передачи сигнала. Но мало того, что у них и сопротивления разные, вообще, да? Можно взять и посмотреть, как это все хозяйство устроено. Даже куда его можно применить, не знаю. Лучше, нет, он будет работать, но когда вы поставите, разница будет заметна. Так, 1,6 минус 0,5, получается 1,1 Ома. Это по центральной жиле. А что у нас с экранами? Это тоже сигнальное. Это сигнальный сигнал. Здесь никакой разницы нет. Так. Все ли я соединил? Да. Только удержать тяжело. Что мы тут имеем? 0,8 минус 0,5. 0,3 Ома. То есть сопротивление более чем в 2 раза отличается. Это раз. Во-вторых, сигнал идет холодный, да, сигнал катушки по экрану, что в принципе неверно. Особенно если используете с подвижной катушечкой головку. Это мрак полный. То есть как правильно надо сделать? Вообще я делал провода из
Ненужных уже проводов S-Video. Там нормально идет проводочки в тефлоне. То есть все как бы хорошо. Хотя лучше это, конечно, использовать как Nortos. Там две моножилы. Во-первых, нельзя использовать мишуру. Здесь мишура на экране и мишура в центре. Причины, ну, банальные причины. Во-первых, сигнал совершенно другой. Он отличается от обычного сигнала. Здесь сигнал идет с увеличением отдачи на высоких частотах. Точнее, высокочастотных составляющих. Поэтому потеря там совершенно нам не нужна. Должно быть все очень хорошо. Поэтому лучше использовать моножилу. Как высокочастотный кабель. Принцип абсолютно такой же. Ниже емкость, сопротивление жилы можно выбрать. Причем многие делают самодельные, делают нормальные конструкции. Можно сэкономить 200 тысяч. То есть дешевле намного, чем стоит проигрыватель. 15 минут работы. То есть стоимость можно заработать проигрыватель на проводах. Ну, может, наверное, и будет отличаться от каких-то топовых кабелей, но свой кабель качественный, который будет превосходить в десятки раз, вообще проблем нет. То есть суть помнить, что две сигнальные жилы идут, нет понятия земля. Заземляется все в одной точке. Можно, да, в каждую жилу в оболочке, можно их вместе. Заземляется с одной стороны, и жила тянется, потому что землица в одной точке. Как вот здесь проводочек, вот примерно так же, вот он идет один, вот он заканчивается. Здесь вот проводочек. И, соответственно, соединяется с землей на фонокорректоре или там универсальный усилитель, тоже делать такое. В общем, надо помнить, что сигнал другой, что нельзя терять высокие частоты и нельзя изменять фазовые характеристики. Все элементарно просто. 15 минут и нормальный кабель. Дальше, что есть, идет еще один грузик. Сплошные грузики. Тискентинг. Тоже его поставлю, покажу. Так, да, гвоздь программы, наверное. Еще вот такой ключик. Вот такой вот. Пасек натягивать. Не руками, не дай бог, а вот такой штучкой. Можно нормально все сделать. Еще есть, конечно, это еще не все. Вставочка для 45 оборотов, если маленькие идут диски с большим отверстием, в хозяйстве пригодится. Ну и вот эти тоже можно выкинуть, это подставочки. Пятачки, точнее, под опоры. Опоры 3, но их вот положили 4. 4 положили. Причем один, если видите, вот, как луна. На Луну похож. Вероятно, выбрасывать не очень хотелось, но положили в комплект. Хотя их 3 достаточно, но я бы их выбросил сразу. Сразу надо выкидывать, потому что нормальные опоры стоят вообще копейки, на самом деле, сюда какие-то. Ну, можно, конечно, там из лунного грунта делать, еще там с марсианским там каким-нибудь, не знаю, там сплавом, но подойдут обычные, там, за совсем небольшие деньги можно нормально сделать развязку, и желательно, чтобы это регулировалось. Если это не регулируется, соответственно, можно регуляторы перенести на еще один стол. Я уже показал и объяснил, почему он нужен. Потому что вы никогда не добьетесь, чтобы у вас ровно стоял. То есть равнять этаж квартиры, как-то не очень. Проще выровнять все это столом. Вот одна из причин, почему я выбрал 2 стола, не 3. 2 хватает. То есть развязка по уровню вибрации минус 72 дБ. А уровень шума пластинки идеальный, если он вообще вот сказочно попался, 60. А вообще посмотрите, 50, 45. То есть, когда у вас в 1000 раз шум меньше, будет в 1005 раз. Устроит это, я думаю, нет. А вот виброразвязка, именно виброразвязка от внешних вибраций, если ее сделать тяжелой, это, конечно, будет хорошо. Тем более, что это стоит, на самом деле, очень-очень дешево. Заказать гранитную плиту нужного размера, там, со всей шлифовкой, это ерунда полнейшая. Не полностью заглубить под винты отверстия тоже нет никаких проблем на эпоксидку. И опорные там шайбы можно регулировать, затягивать, все, никаких проблем нет. Так, внешне вроде бы все я показал, все рассказал. Теперь остается уже собрать эту конструкцию, посмотреть, что там будет дальше, как это все будет крутиться, работать. Я уже все установил на место, диск, соответственно, пасек, двигатель, блок питания подсоединил,
антискейтинг, соответственно, установил, и противовес тоже все на месте. Единственное, пока не снял крышечку, да, вот головки звукоснимателя. Да, чуть не забыл. Еще здесь есть 2 ключика в комплекте. Первый ключик — это для того, чтобы можно было поменять головочку, правильно ее отрегулировать, положение. Второй ключик — это высоту настройки тонарма. Сзади есть винтик, можно покрутить, вот такой вот коротенький специально. Вот он обрезан. Если ставить и другую головку, чтобы она была параллельно пластинке, вот пригодится этот ключик. Именно этот, потому что он сточенный, и обычный ключ не подойдет по размеру. Так что этот ключик нужен, чтобы не пилить новый. Как это все управляется? Да, ну, во-первых, есть ценный совет, где у меня здесь где-то есть, приготовила бумажный скотч. Вот. Умные советы дает компания. Прежде чем поставить пластинки и пользоваться, изредка бумажным скотчем чистите диск, а получается хорошо. Аккуратно накладываете. Оп. Еще раз. Здесь остается много грязи всякой разной, очень много мусора собирает. Вот здесь посмотрим, здесь вот блинки есть. Очень хорошо, да, собирает. Сильно прижимать не надо, так, тихонечко только почистить. Все, все чистенько. Так, теперь можно пользоваться, все. Вот чем эта штучка хороша, прижимчик, что она одевается на пластиночку, соответственно. Прижимаем. Раз. Все. Никаких усилий. Все. Прокручивается, все достаточно. Следующее включение одной же этой же кнопочки зеленой. Нажали, она потом начинает моргать синий. Огонечек, светодиодик, должен набрать скорость. Как только набрал, все горит постоянно, все, скорость установлена. Переключение — это же кнопочка, все в одном. Нажали, теперь 45. Все точно так же. Быстренько набирает обороты. И чтобы остановить это дело, нажимаем и удерживаем кнопочку. Все, остановился. Ну, вот так горит зеленым огонечком, может быть, не очень красиво, если постоянно. Ну, можно какой-то дополнительный выключатель, все выключает. Ну, в принципе, это стендбай, это положение предусмотренное для долгого включения. Головка звукоснимателя. На мой взгляд, здесь она подобрана идеально. Ортофон М2 бронз, вот другой вот точно не надо абсолютно. Если это начальный. Почему? Потому что все сразу говорят, а вот возьму-ка я тут же головку звукоснимателя там, с подвижными катушками, какой-нибудь там Gold Ring, ITOS, например. Да. Но здесь есть проблема, я уже о них говорил, об этих проблемах. Чем круче у вас головка, тем, соответственно, определяется более подвижной системой, более гибкая, заточка, соответственно, иглы. И как результат игла начинает вытаскивать весь мусор с диска. Я уже показывал, по-моему, на радио 7, что на самом деле есть на пластинке. То есть включает, естественно, когда использует коррекцию, она повышает отдачу, точнее, при записи ток отдач на высоких частотах. В итоге очень хорошо видно, сколько много идет гармоник. То есть вот все, что говорит, вот у меня там 60-70 килогерц, да нет такого. На мастер-ленте 40-45 килогерц, это потолок. Ну вот 47, может быть, там, если классические произведения. Нет их, все остальное, это вот забор, это мусор. То есть, с одной стороны, как бы, да, плотнее контакт, лучше снимает сигнал, но потребуется, соответственно, фонокорректор, который имеет хорошую перегрузочную способность. Не 5-вольтовые, которые встроены, да, идут штатные, а нормальные 30, 40, 50 вольт. Вот лампы 300 вольт. То есть, чтобы был запас по уровню очень-очень большой. Потому что, первое, это надо не допустить дальнейшего роста гармоник. Хотя винил, он чем хорош, что, во-первых,
это не сильно заметно, потому что все эти появления гармоник, это все, что выше 10 кГц. До килогерц там вообще нет перегрузки, там наоборот сигнал идет слабее. Потом плавно, ну чуть-чуть повышается. То есть середина, средние частоты, там коррекция очень слабая. Специально сделано. А потом начинает увеличиваться. И вычистить этот мусор, ну, достаточно просто. Если человек понимает, хорошо соображает. Первое – это нормальный фонокорректор. А второй – простейший, ну, проще этого нету, да? Лампа какой-то каскад один. Не обязательно весь. Один каскад уже вычищает. Ну, в отличие от лампы Аладдина, электронно-вакуумная лампа – это физический прибор, который обладает свойствами. То есть есть свойства. Надо их использовать. Есть такая, ну, как бы, если... А так для большинства хватает то, что есть. А еще проще, да, на, как бы, бюджетных системах, поэтому и делают, там, ставят сферу, игла вычитывает, там, считывает до 20 тысяч килогерц и достаточно. Потому что дальше нужно применять методики. Или проигрыватель покупает там сферы бюджетные, там, не знаю, за сколько-то там 1000 рублей, пытается поставить хорошую головку. Это бесполезно, это выброшенные деньги на помойку. Нужно все делать комплексно, потому что вот это уже годится и для этой головки с подвижным магнитом, и с подвижной катушкой, потому что развязка превышает 70 дБ. Если еще поставить ее на регулирующий стол, а это, я считаю, обязательно нужно делать, но не двигать же, да, пол этажа там выравнивать. Ну, можно, конечно, выравнивать. Опорами проигрыватель нельзя, я уже показал. А промежуточное звено, там какое-то еще одно, или из МДФ можно использовать любые другие материалы, главное, чтобы можно было отрегулировать. Но чем тяжелее подставка, тем лучше. Самое дешевое – это гранит. Стоит копейки, на самом деле, если один раз сделать. Для чего угодно пригодится. Хоть для винила, хоть там какое-то там устройство поставить чувствительное, ламповую технику, да. Она очень чувствительна к вибрациям. Сетки начинают звенеть. Вот, собственно говоря, и все. То есть все очень просто. Настройка прижимной силы очень хорошо описана, только не надо не забыть снять, естественно, колпачок, без него настраивать. Антискейтинг тоже настраивается достаточно просто, но все равно есть смысл проверять по специальному диску, уходит или нет куда-то игла, потому что, естественно, скатывающая сила прижимается к одной из стенок канавок, это, как правило, естественно, то, что в центр идет, и больше износ, это раз, во-вторых, больше искажений, это два. Настраивается головка, в принципе, для правильного положения здесь достаточно просто, я не вижу никаких проблем. И головка, она мне чем нравится, что здесь идет эллипс, вот то, что надо для начала, то есть можно воспользоваться даже фонокорректором среднего уровня, все будет очень хорошо. Я попробую в телеграм-канале, да, выложить сравнение головок, она показывает все очень хорошо. То есть мусора она выкачивает мало, свои там 27 кГц, но это даже и не нужно. У большинства пластинок, у большинства идет фильтрация 22 кГц. Некоторые немножечко, ну как бы кто заморачивается этим делом, делает динамическую, да, фильтрацию. Там нет вот как ровно видно, как стол, а с изменением уровня сигнала, соответственно, меняется и фильтрация частоты. А по-другому никак нельзя, чтобы избежать, по крайней мере, вот мусора от перегрузочной способности. Потому что хороших пластинок, вот так, чтобы совсем почти ничего не было, ну, 2 на 100. Все остальное, ну, почему все дорогие вот покупают проигрыватели? Тот же самый, прижимная сила. Здесь с помощью грузика, а в продвинутых, как их называют, пружинные ставят. То есть пружина, она имеет постоянное давление на иглу, соответственно, на пластинку. Пружинная. А с грузиком, естественно, если есть волна, подпрыгивает наверх, да, головка, то есть давление меньше, потом идет вниз, то есть, если наоборот давление повышается, когда пластинка давит наверх, и наоборот уменьшается вниз. То есть в основном все это связано вот с тем, чтобы бороться с дефектами пластинок. Ну, по поводу новодел и старые, ну, здесь вообще вопросов как бы нет. Пластинки, которые были изготовлены в свое время, они, конечно, лучше по очень простой причине. Во-первых, технология была совершенно другая записи. Во-первых, писали все на
лаковом диске. Сейчас лаковый диск никто не использует, в принципе. Это же очень дорого. Это очень дорого, это серьезное производство. Сейчас пишут по технологии DMM, прямо на металле. Плохого в этом ничего не вижу, но если внимательно кто слушает, со мной согласится, шорохи возникают, то есть где плохо прорезана канавка. Чтобы избежать этой проблемы, еще есть новая технология Half Speed, половинная скорость. Вот там вообще без вопросов, мне нравится. Значительно чище, то есть реально хорошо получается очень. И выбор винила или не винила. А какие есть варианты? Вот все новые их называют новодел, но я сюда беру и пластинки, которые переиздавали, и которые вот сейчас пишут. Что-то есть, соответственно, на Hi-Res, а что-то здесь. Но нет копии цифровой, такой, как на виниле. Умышленно компания не будет терять деньги. Они делают с огромной компрессией. Даже тот же Hi-Res, хотя никакого Hi-Res в этом нет. Можно как угодно сделать, но если там запредельная компрессия, и в ушах звон стоит. Они не делают это умышленно. Им не жалко отдать на винил. Потому что срок службы винила ограничен. Поэтому многие, делают для себя цифровые копии, по праздникам включают, но это и всегда и было, и это и раньше так было. Ничего тут такого особенного нет. Или на катушку переводят, или на цифру. Хорошая цифровка, даже сравнить. Но лучше то, что можно купить цифровую копию. Это день и ночь, это разные вещи. Все, что делает переиздание старых пластинок, посмотрите на спектроанализаторы. Почти все идет цифрой. То есть, они говорят, использована лента, мастер-лента. Ее использовали. Оцифровали, из цифр вам делали. Ее же использовали. Но есть же свои глаза, можно посмотреть, убедиться, что это так. Поэтому винил, собственно говоря, он все равно останется. Это делается принудительно, добровольно-принудительно. Потому что нормальный звук, я сам собираю, многие записи, стараюсь искать копии с винила. Потому что есть, конечно, ужасные копии, а есть и очень приличные вполне. То есть грамотно сделаны, без очистка идет диска хорошая, видно. Нету каких-то хвостов. Чистенько, хорошо, но звучание другое. Говорит, как же, и там 20 килогерц. Почему? А никто не объясняет. А я могу объяснить. На пальцах за 1 секунду. Вы наверняка видели, можете взять пластинку с записью с прямоугольным сигналом. Есть, по-моему, ортофон делает. Для проверки слежения. А вот теперь попробуйте мне на цифре записать прямоугольник. Вот попробуйте. Ничего не получится. Почему используется прямоугольник? Это аналог сложного сигнала, потому что нет никаких частот. Мы слушаем музыку в цифре. Естественно, это нарезка, частота дискретизации, и уровень – это битность, разрядность. Так вот, в формате CD записать невозможно прямоугольник. Вот я сейчас покажу, что получается, если я пытаюсь записать прямоугольник на 10 килогерцах, а на 20 синус записывается, потому что количество точек не хватает прописать сложный сигнал. Приходится увеличить разрешение, соответственно, 192 или 384 килогерца, или 352, в зависимости, как дальше будет оцифровываться, для чего будет использоваться. Там более-менее прилично, получается. Очень хорошо. А кто-то скажет, а что ж теперь нельзя CD слушать? Почему? Можно. Можно. Но если там немного исполнителей, потому что чем больше исполнителей, тем более сложная идет, соответственно, амплитудно-частотная характеристика. То есть она очень сложная. И прописать ее очень сложно тоже. А на виниле этого нет. Вот и вся разница. Что есть аналоговый сигнал, а записать в цифре, это надо замучиться. Можно ли хорошо записать в цифре аналог? Можно. Тот же DSD, но тоже надо быть осторожнее. С высоким разрешением, например, 5,6, 11,2 МГц. Есть запись с мастер-ленты, но их совсем единицы. И целиком в записи вообще единичные. Есть компания, по-моему, Transparent Recording, как-то вот так они. Они пишут,
Вот все, что было 50-60 лет назад. Не позже, вот тех времен. Потому что лицензия идет там, сколько, вот на 50 лет. Права, да. Вот 50 лет или 60 надо ждать. А то, что они сделали эту оцифровку DSD-256, я слушал и винил, и цифру именно прямую, с мастер-ленты, которых единицы, подчеркиваю, или в сборниках есть. Все хорошо, в цифре все нормально. Только вопрос, где взять. А нигде, не будет этого. Компании уже выбрали правильный путь. Это на винил получаете максимальное качество записи, все, что на цифре, это поделки. Я думаю, до цифрок, если доберусь, то я там покажу и расскажу. Очень все хорошо видно, очень хорошо слышно. Ну да, еще сзади хотел показать, конечно. Ну да, вот эти проушины, конечно, пользоваться, наверное, не надо, потому что вся вибрация, об этом уже, я думаю, уже много раз говорили, передаются на крышки. Нормальные крышки – это крышки для защиты, соответственно, целиком аппарата. Это самое правильное решение. Поэтому можно отвернуть там в отверстие саморезики на место оставить и колпак. Но колпак в любом случае, если техника у вас для винила, да, там, виниловый проигрыватель для пластинок, все-таки надо, потому что пыль – это серьезный враг. Она оседает и на, соответственно, диск, и на мат, попадая, соответственно, на пластинку, а дальше понеслось и поехало. Там, мыть ее, чистить и так далее. То есть в любом случае, это кто занимается серьезно, наверное, об этом думать можно. Ну, в основном, как бы все. Все я рассказал. Так что по поводу продажи, я уже сказал это в телеграм-канале, можно обращаться по любым, собственно говоря, то, что есть на тесте, потому что я покупаю сам. Соответственно, чтобы купить что-то новое, что-то ненужное, да, как было в фильме, вначале надо продать что-то ненужное. Показал, посмотрел, надо другое покупать. А кому-то это хорошее подспорье. Тем более, ну, как бы, со значительной скидкой это, наверное, неплохо. Тем более проверено, потому что я, прежде чем продать, естественно, все проверяю. Вот тоже интересный момент. Примерно 30% я бракую. То есть не ставлю на обзор. 30% это дефект, брак или серьезное отклонение от заявленных характеристик. Вот так. Поэтому вообще лучше покупать, все проверять надо. Или брать специалиста, или специалист должен приехать к вам, нормальные продавцы, они приезжают к вам, дают повышенную гарантию, ответственность, настраивают, показывают, и у вас все так, как положено, так, как должно звучать. Пожалуй, все рассказал. На этом все. До новых встреч. Всем пока.